Всем привет! Сегодня видео должен домонтировать, думаю, к вечеру будет готово, моей поездки в Амстердам. Видео получится, наверное, чуть длинное, но мне хочется показать, более-менее подробно. Я не блогер там по путешествиям, я не специалист по этим съемкам. Показываю просто как есть, как все происходило. Я знаю, что многие люди сидят, вообще никуда не летают, не ездят, а многие в Украине вообще не могут выехать, там в полуподвалах сидят, люди сами пишут. Поэтому я хочу показать просто жизнь людям, кому скучно или хочется внести разнообразие в свой YouTube канал. Поэтому не судите строго, но досмотрите до конца. Вроде все прошло более-менее без приключений. В конце случилась жопа, мне уже вроде, знаете, 57 лет, я во всякие истории попадал, но в конце случилась просто такая немного для меня новая, шокирующая вещь. Опять же, Амстердам. Там с этим тоже, к этому надо было быть готовым. В Амстердаме я ездил не совсем на прогулку. Там же все-таки живет хозяйка этой виллы, которую я ремонтирую уже почти год. Кстати, новым зрителям, смотрите, есть целый плейлист. Можете посмотреть, подписаться. Кому интересно вопрос недвижимости, покупки недвижимости, цен, какие вот эти нюансы в процессе ремонта вас могут ожидать. И вы знаете, очень много меня уже начинают какие-то вопросы, консультации просить. Вы знаете, я уже начинаю не успевать. И иногда просто человек звонит, да, я с удовольствием всем хочу помочь, но получается все сплошная какая-то гуманитарная помощь, знаете. Здесь особой оплаты с Ютуба у меня нету. Никто никакие донаты мне не дает, даже люди, которые хотят у меня что-то спросить, они даже 3 евро на кофе мне не дадут, понимаете? А вопросы я должен с ними решать, час сидеть, обсуждать, тратить время, поймите, вас много. А у меня вот сейчас машина сломалась, я вчера приехал с Марьяном с работы, что-то начало тарахтеть. Вот сейчас я должен сидеть и ее разбирать, потом идти искать запчасти. Тут приехал подписчик, давай встретимся. Поймите, либо вы мне помогаете как-то материально, то, что я трачу, я имею в виду те, кто консультации какие-то просит, либо я просто не в состоянии. Я могу потратить время на каких-то людей, на которые действительно у них серьезные вопросы. Потому что со многими я просто разговариваю так: я хочу купить, а что бы вы мне посоветовали? Да как я вам могу посоветовать? Италия большая, она настолько разная, что выбрать по вашему вкусу я по своему не могу найти. Да, мне нравится вот моя зона, городок, где я живу. Но советовать вам что-то я не могу. Вот я предлагаю вам, что я к этой Свете ездил в Амстердам. Она разбирается в этом. Она года 3 искала себе квартиру. Она купила, она прошла все этапы по документам, по пандосам. И помимо того, что я вам говорю, что вилла стоит 25 тысяч евро, она 25 тысяч, наверное, потратила только на документы. И это ошибка. Все говорят, как там можно в 10 вписаться, а вот она не вписалась. И поэтому все хотите делать сами, у вас ожидают вот эти попандосы. Вы просто не понимаете всего. И я в этом не разбираюсь. Я могу вас связывать с ней, но она будет тоже за это брать деньги, и большие деньги. Как большие? Не за 20 евро она не будет с вами разговаривать. Она вам может и найти, и подобрать. Куда ты едешь против движения? И помочь очень сильно. Поэтому, то есть, если у вас какие-то есть четкие планы на покупку недвижимости, какие-то консультации, то давайте как-то по-дружески, по-человечески. Я вам, вы мне, она вам, вы ей. Как-то так. Смотрите, поездку. Сейчас я сниму видео, что случилось с машиной. И начало просто что-то тарахтеть внизу. Я не знаю. Вообще не знаю, у меня такого не случалось, меня задолбала эта машина. Руки в крови. Блин, нашел я. Вот в этой фигне у меня шарик этот выпил. Наверное, подшипник какой-то там. Блин, как это все разбирать смогу я сам. Блин.
Ну, а купить другую, что другая не ломается. Вон только что соседка стояла, он супер джип у нее. Говорит, то менять, то менять. Конечно, все менять надо периодически. А с этой хотя бы просто заниматься ремонтом. Все, всем приятного просмотра, наберитесь терпения на час. Прогулка получилась такая немного стрёмная, бо холодно было. Но тем не менее, опять же будете понимать, что такое Голландия, что такое Амстердам и что такое ехать в ноябре. Смотрим. Народ, лечу я в Амстердам. Всем привет. Давно я никуда не летал. Иду искать, куда заходить. Я редко бываю в аэропортах. За все время, за 20 лет, что я живу здесь, 2 раза летал только в Украину. Так что не очень-то я ориентируюсь тут. Так, надо кого-то спрашивать. Я сам не разберусь. Ну, прежде чем попасть в самолет, надо было пройти досмотр, проверили сумку, меня, и дальше я должен был найти, где моя посадка в самолет. Билет я зарегистрировал онлайн, потому что в аэропорту надо было бы платить, не знаю, около 70 евро. Это нам не надо. Ну, вообще ничего не надо. Нам надо выход какой-то. Разберемся. Здесь написаны выход на посадку на самолет. Мой был 77-й. Аэропорт красивый, все солидно, красиво, уютно. Но особо у меня не было времени гулять по этим магазинам. До посадки оставалось 30-40 минут. Нету, блин. 72, 73, все, и кончилось. Мне 77 надо. Блин, да как? Вниз надо ехать, смотрите. Видите, 77 внизу. Блин. Ricolgono nell'aria e ricordiamo inoltre che a bordo c'è veramente evitato. И прилетел. Прилетел. Знаете, все-таки я человек везучий. Света мне высылает, я уже ехал в поезде, через буквально пару часов после моего прилета аэропорт этот закрыли. Какие-то они там дроны нашли, что летали, говорят, что российские, не знаю. Но, тем не менее, мне не важно, там, чьи это были дроны и что случилось. Главное, что я не попал там в засаду в этом аэропорту, потому что, ну, встретить она меня должна была
в Амстердаме, а здесь я ничего, никого не знаю. Чего бы я тут делал, я понятия не имею. Еще раз спасибо моему ангел-хранителю. С аэропорта я должен переехать на ЖД вокзал на автобусе. Оплата вот такая. Входите, прикладываете банковскую карту и выходите. Тоже прикладываете банковскую карту. Только тогда с вас снимут деньги. В автобусе встретился с нашими русскоговорящими ребятами, которые тоже ехали с Рима. Как вам парковочка? Офигеть нафиг, не? Бам-бам! Да, я слышал за такие велосипедные парковки. Или что они их на прокат, что ли, дают? Офигеть, офигеть. О. Так, вот он мой вокзал. Я еще и один. Куда же мне присесть? Ой, бля, холодно на улице. И курить здесь нельзя. Представляете, Света говорит, осторожно с курением, бо нельзя. Я в шоке немного. Пошел в конце перрона, покурил. Все любят грязь показывать, я тоже покажу. Еще один нюанс для перепуганного туриста. Есть вагоны второго класса, есть первого. Я зашел сначала в первый класс. Света мне говорит, зайди в свой. Там сиденье. Кажется, все, я тут. Пошел. Классная штука. Блин, холодно. Очень. Приехал я около 8-9 часов вечера. Прогулялись пару часиков по Амстердаму. Тут Света пыталась напоить меня соком, но ничего не получилось. Автомат почему-то не работал. Не как раньше. Наверное, по утрам чистятся. Конечно. Я когда переехала, вообще была идеальная чистота. А какие такие? Как она отсюда налево задрала меня эта стройка. Нету занавеса. Занавесок нету. Можно увидеть как раз на кораблике, если вечером. Дом прикольный, кривой, как твой. Напомню, что я не гид по каким-то там путешествиям. Просто гуляю так, как гуляли бы и вы. Кое-что мне будет озвучивать Света. Ну, тут мы идем по какому-то временному мосту. У них тут постоянные тоже ремонты. Чем-то напоминает Москву мне. Они тоже плитку перекладывают, как подорванные. По 15 раз в месяц. Вот мы сейчас идем позади дворца. Вот ты видел этот дворец, вот он, это он с жопы королевский. Он был закрыт лет 25, его чинили, сейчас открыт для посещения. Но все равно выглядит как тюрьма.
Люблю, когда турист. Ну, устаю от них. Я вообще тоже на базаре долго сидел. Бля, я так за полдня уставал. Это энергия у людей. Тебя съедает. Сыру ей привези. Любит сыр? Здесь такие маленькие наборчики продаются. Там 5 разных сыров. Разноцветных. Постираться можно. В Риме тоже кебаб стоит 6. Карай. Я думала, вам сказать, зато и когда вот он попал, вот это я открыл. Вот этот сыр. Хожу, брожу. И народ. Народ и кафешки. Кебаб взять. Я люблю кебабы в Риме. А ну, цена. Ну и недорого. Я суши сделала. Да, ты же, наверное, что-то сделала. А? Я говорю, ты же, наверное, что-то сделала Суши сделала. сама. Сама? Что они там делают? Там же тесно. Подсветка дома прикольная. My sex feed. Да ладно, мне прям шо я. Ну, вообще очень мало, конечно. По сравнению с тем, что было. Типа вон там вроде работает. Не знаю, все равно люблю Амстердам. Если хочешь домой, можно сразу говорить.
по всяким случаям. Скажу вам так, туристам хорошо, когда им не жалко денег, они все ходят, едят и пробуют. Но у меня цель была немного другая. Наверное, лет в 30, если бы я здесь гулял, все было по-другому. Греться можно. Yeah, you're right. Blijf hier en dan links. Probeer je gewicht meer naar voren. Dat is Jodenbrood. А зачем они падающие такие сделали? Вот не та улица, значит на следующую. Начать что? Вон с той стороны. В общем, там все улочки. Зато на этой улице музей посетить. Хочешь? Пару слов скажу все-таки об этом здании. Это Королевский дворец Амстердама. Одна из самых известных построек в городе. Интересно, что изначально это вообще не дворец, а городская ратуша 17 века. Построили ее на 10 тысячах деревянных свай, потому что весь Амстердам стоит на болоте. И что это все, дурь, что ли? Это всякие штуки с лайфом. Что, не пруд? Я не знаю. Не, я спрашиваю я. А я не знаю. Я не любитель. Я как попробовала, и мне не понравился. Здесь О, так это прям. Да, не похоже на блок. Но тоже. А это где они курят? Нет? Как туристы, конечно. Нет, ну, они же не идут. Вот это вот с магазинами, она там. Куда идем? Магазин. Туда, там дворец. А потом налево. Китайцы тоже есть? Я имею в виду рестораны китайские. А цены? Квартал. А цены, как в Риме, у нас 25 евро. Меню. Нету? Я еще не знаю, какие цены у вас. Я тоже не особо. Мы вообще после того, как мы начали ремонт, мы никуда не ходим.
Елочка. У нас тоже уже начали наряжать. Сейчас будет дворец. Ты знаешь, я вообще в магазин не хожу. Никогда. Никогда. Классная улица. Как Да, в мрак. Риме. Ты-ди. Ну, по-моему, похоже, что тут живут. Прям печка там стоит, труба. Почтовый ящик. Охренеть. Звонок. Так, говорит Света, знаменитый мост. Что там знаменитый, а он еще и раздвижной. Нифига себе. Надо механизм показать. Показывала? Он там. Сейчас мне напишут, ну в Питере-то круче. Блин, они тут как машины плавают, ездят, ходят. Кораблики. Видишь? Так он стоит 12 евро проехать. 40 минут сейчас. 12 евро на таком проехать. Что там почти пустой или? Ну, сейчас не туристический сезон. Это вообще пустой. А это Кого не стоит? туристический, это Один. частный. Чё? А это... Видите, как они летают, блин. И напоминаю, что они, у них преимущество перед всеми. Возят прям. Ну а что делать, блин? Не ходить же с зонтиком. Вот вам Амстердам, вот вам все минусы Голландии. Блин, я думал, чувак под дождем спит. Света говорит, здесь жил Рембрандт. Прикольно. Сейчас это музей. Внутри дико интересно. А какой нахрен интересно? Тут дождь и холодно. Совсем не интересно. Он тут жил с 1630-1658. 1630. 1630. Бля, они даже зонтики не носят. Нифига себе. Хорошо на пароходике. Они тут ходят, им пофиг на дождь. Все для вас. Мне холодно, руки окоченели. Ну как же я вам не покажу такой пароход? Рекомендую кафе. Очень классное.
Домик классный. Бали Рим говорит, что он расписанный. Амстердам тоже расписанный. Так, порекомендовали мне еще зайти сюда. Ти-динь. Наш телефон нам поможет. И вроде стоят на тротуаре, вроде как нигде нельзя, а тут можно, да? Ну да. Там парковка нарисована. Ну да. Ну тут я вам говорю, что город как музей. Куда-то выходишь, новое здание, новая архитектура. Вон там что-то дома падают. Здесь куда ни плюнь, Прям. все интересно. Не соскучишься, скажем. А, это я уже видел. Все равно куда-то выходишь и что-то ты не видел. Какой дом кривой, не? Так и этот неровный был, а этот вообще беда. Все взяли уровень и померили. Он просто тупо кривой. Я не понимаю любовь к этим уткам. Их что, их коллекционируют или что? Я вам собираю коллекцию этих пароходов. Вот прикольный. Алхимики много лет пытались создать золото из камня, но на самом деле они работали над собой, искали идеальный порядок внутри. Философский камень — это, получается, не про золото. Они верили, что, найдя его, человек меняет не металл, а самого себя. Камень — символ идеальной гармонии, к которой каждый стремится. А кто-нибудь из вас помнит об этом? Из города свобода. А мы любим свободу. В всяком случае, я. Только не курю, блин. Красавец. Просто на каждом шагу тут.
Еще один мост. Молодая пара вешает замочек. Эти замки — это символ любви. Пары закрывают замочек, бросают ключ в канал и верят, что так любовь будет крепкой. Город их иногда их снимает, но традиция все равно живет. Это башня Зюйдеркерк, первой протестантской церкви, построенной в Амстердаме после реформации. Ее узнаваемый шпиль 17 века стал ориентиром для моряков и художников. Даже Рембрандт писал виды с этой башни. Ну как они там вешают? Ну а это барберпол, старинный знак парикмахерской. Красный, белый, синий цвета — исторический символ мастеров бритвы еще со средневековья. Еще один мост. Согласитесь, блин, куда ни пойди, что-то прикольное выплывает просто. Да, где-то говорит, не вляпайся в машину. Идем дальше. Не звонят. А как? Все, мне хочется... Машины-то не ездят, хочется в центр улицы выйти. Там ездят велосипедисты, я все время забываю. Еще один. Я же говорю. Выплывают ниоткуда. Просто вдруг. Да, ресторанчик прикольный. Конечно, когда здесь тепло, наверное, здесь шикарно. В общем, видео получится очень длинным, обрезать его жалко. Я лучше сделаю вторую серию и выпущу ее завтра. А пока всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, не пропустите следующее видео.